Скарлетт вбежала в частную клинику в Денвере, штат Колорадо, прижимая ладони ко рту. По ее пальцам, а затем и по белому полу вестибюля стекала кровь. Несколькими минутами ранее она упала на разбитом тротуаре, сильно рассекла губу, и два ее передних зуба теперь шатались. Боль была настолько острой, что каждый шаг давался с трудом. Дрожа и тяжело дыша, Скарлетт добралась до стойки регистрации. Ее потрепанная одежда и грязное лицо сразу выделяли ее среди безупречно одетых посетителей этой дорогой клиники. Взгляды ожидающих ясно говорили, что ее присутствие здесь неуместно. Некоторые демонстративно отодвинулись, другие отвернулись, будто ее беда была личным оскорблением. Собрав последние силы, она протянула руку к стойке и попыталась объяснить случившееся жестами, указывая на травму. Администраторша по имени Бритни взглянула на девочку без малейшего сострадания, только с усталым раздражением. Она окинула Скарлетт взглядом, отметив кровь и очевидную бедность. Администраторша сухо и холодно отрезала, что клиника обслуживает только премиум клиентов, и приказала ей идти в муниципальную больницу. Потрясенная отказом, Скарлетт покачнулась, едва удерживаясь на ногах. В этот момент в углу зала поднялся мужчина по имени Джонатан. Он наблюдал за сценой с самого начала. Одетый неприметно, он был не просто посетителем, а владельцем всей сети элитных стоматологических клиник. Не обращая внимания на Бритни, которая пыталась вызвать охрану, Джонатан подошел к девочке. Он впервые проявил человечность, осторожно положив руку ей на спину, чтобы поддержать. Он тихо, но твердо сказал, что сейчас все решит. Проигнорировав протесты администраторши, он взял Скарлетт за руку и повел ее в операционную зону. В операционный руководитель стоматологической команды, доктор Эллен, немедленно приступила к осмотру. Травма оказалась серьезной. Сломанные зубы с открытой пульпой и глубокий разрыв губы. Джонатан принял на себя все расходы. Он стоял рядом, пока врачи готовили девочку к экстренной операции. Когда административный управляющий попытался вмешаться, требуя соблюдения правил, Джонатан назвал себя и заявил, что тот ставит под угрозу жизнь ребенка. После успешной операции в тихом коридоре Джонатан остался наедине со своей яростью. В клинике, носящей его имя, раненого ребенка унизили и выгнали. Он понял, что проблема не в одном сотруднике, а в порочной культуре, которую он сам невольно допустил. Он принял решение. Скарлетт больше не будет невидимой, а систему, ставящую прибыль выше человечности, ждут кардинальные перемены. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.